После новостей о разработке Kove 800X для меня он стал самым ожидаемым мотоциклом. Во-первых, 800X – это первый китаец, который продается не под лозунгом «зато дешевле», а предлагает четкое преимущество – самый легкий среднекубатурный тур-эндуро. Позже мы узнали, что заявленный вес без учета налогов реально байк весит на десятку больше, но все равно неплохо. А во-вторых, я штук 20 разных китайцев протестировал, и из всего безобразия, если не делать скидку за цену, действительно понравился только Kove 500X, который отлично настроен по эргономике, геометрии и подвеске для своего класса. Позже я узнал, что Kove основал бывший эндурогонщик, который, кстати, недавно покинул компанию из-за разногласий. У Kove есть своя раллийная команда в Дакаре, хоть они там и не добились успехов, на которые рассчитывали. В любом случае, очевидно, почему 500X настроен как надо, в отличие от остальных китайцев, и сомнений в настройке 800X у меня не возникало. Забегая вперед, у 800X действительно подвеска лучшая в своей цене и хорошо настроенная эргономика и геометрия под бездорожье. Однако, когда появилась финальная спецификация, у меня появились к мотоциклу первые вопросики. Когда вживую посмотрел байк у дилера, появилось больше вопросов, чем после просмотра Mulholland Drive. А когда я на этом байке попутешествовал, он меня неприятно удивил нюансами, о которых я даже не думал. И нет, это не продерганный мотор, о чем все говорят. Я с трудом представляю, зачем сравнивать с CF Moto 450 MT почти в 2 раза дешевле и в 2 раза слабее. Люди оказались на необитаемом острове с двумя мотоциклами. Vogue 900 DSX близок по цене, но это большой туринговый тяжелый мотоцикл с кучей комфортных опций типа круиз-контроля, а 800X простой и легкий в ущерб удобству. С остальными все понятно. В Европе 800X по цене примерно в той же категории, и все они претендуют на роль легкого хардкорного тур-эндуро. И да, можно уже начинать удивляться тому, что за цену китайца можно купить нового японца. Я бы в сравнение добавил KTM 690, потому что ценовой сегмент тот же, и 690 в той же нише байка для внедорожно-дорожных путешествий. При создании байка Kove явно посматривали в сторону KTM 790 Adventure R. Это наиболее близко настроенные мотоциклы с точки зрения геометрии, характера и, очевидно, мотора. Это большущий комплимент байку. 800X тоже сбитый компактный мотоцикл, у них общие проблемы и достоинства. По геометрии вообще один в один, правда у Kove подвеска иначе настроена и с прогрессией, что дает несколько другое ощущение. У KTM, несмотря на миллиард регулировок, все равно довольно узкий диапазон работы, подвеска всегда жесткая, что не всем нравится. У 800X диапазон пошире, можно сделать и жестким, и мягким, если поиграться с регулировками. Кстати, я говорю про Pro. Есть еще версия стандарт с подвеской попроще покороче, но не ездил. Модели легко отличить между собой по кранику преднатяга амортизатора, который есть только на Pro. Существует версия ралли с еще более длинноходной подвеской, в ЕС пока не привезли. Есть мнение, что не проходит по нормам, и если и привезут, это будет измененный вариант. Многие на ралли заглядываются не столько из-за подвески, сколько из-за того, что в спецификации указаны волшебные килограммы. Однако это сухие килограммы, а для Pro указан мокрый вес. Если прибавить к ралли вес жидкости, получится тот же вес, что и на Pro. А подвеска 270 мм это скорее минус для тур-эндуро, потому что требует более точной подстройки под каждые условия езды, а такой ход на тур-эндуро использовать негде. На Pro-то невозможно настроить, чтобы подвеска идеально работала во всех условиях, все равно приходится выбирать приоритетный режим. Тем не менее, в этом бюджете у Pro, если не лучшая, то одна из лучших подвесок. Единственный нюанс, в отличие от европейских байков, настройка с завода сомнительная, я настоятельно рекомендую потратить время и подкрутить под себя параметры. Будет совсем другой мотоцикл, поймете, за что я его хвалю. В Испанию и, видимо, во всю Европу возят только Pro, а стандарт был бы интересен, потому что он, во-первых, на пару сантиметров ниже, а во-вторых, подвеска 210 мм для подавляющего большинства владельцев была бы лучше, потому что ее можно универсально настроить. Если вернуться к сравнению с 790-м, по эргономике Kove гораздо более расслабленный в коленях, сидишь не скрючившись. Не могу сказать, что лучший вариант для высоких, все равно чуток напряжения есть в посадке, но не критично, а со средним ростом даже и отлично. У Kove ожидаемо ветрозащита на любителя. В стоке совсем короткое стекло, которое с трудом можно назвать туристическим, но я понимаю, почему сделали так.
Настолько короткое стекло, во-первых, не щекочет нос на бездорожье. А во-вторых, с этим стеклом на магистрали ровный поток воздуха. И да, шумно, холодно, визор в мошках, но зато шлем с козырьком не дергает и не задирает наверх. Хоть 200 в кроссовом шлеме можно ехать, и уж лучше так, чем со средними стоковыми стеклами. Я ездил на 2 мотоциклах, со стоковым стеклом и с туринговым. С туринговым мошки в визор не летят, но оно какой-то неудачной формы для моего роста, что шум ветра ровно вдоль ушей и сверху проходит, поэтому на трассе очень шумно. Если пригнуться, такого нет, то есть проблемы со средним ростом быть не должно. В моем случае все ухудшается тем, что стоковый глушитель пытались максимально облегчить, он довольно громкий. В первый день этого не замечаешь, но последующие дни я стал сильно уставать от мотоцикла именно от шума на трассах, хотя в мотоберушах ездил. Даже забываешь про деревянное седло и колени, останавливаешься раз в час только чтобы уши отдохнули. Проблема-то в чем? Ну шумит мотоцикл на трассе и шумит, делов-то. Но обычно на мотоциклах на медленных участках шум стихает и уши успевают отдохнуть. Здесь уши всегда в напряжении, и это напряжение накапливается за несколько дней в пути. Могу проще объяснить. На байке стоит Pirelli Scorpion Rally STR, которая стоит в стоке на Тенере, Туареге и так далее. И вот там на магистрали напрягает шум от резины, а на 800X нет, потому что этой же резины на фоне мотора и ветра просто не слышно. И, кстати, вентилятор на байке работает слишком часто, даже в прохладную погоду, но его не слышно из-за двигателя. Для большинства этот нюанс не будет иметь большого значения, но если у вас чувствительный слух, могут быть проблемы. Недостаток еще в том, что для китайских марок обычный тюнинг китайский, отсюда нюансы со стеклом и прочим. Я пробежался по сайтам популярных производителей стекол, а там даже марки Ков в каталогах нет. Исключение: у Гиви под Ков 510X есть стекло и крепление под фирменный Ков. Все. Невозможно сравнивать с количеством тюнинга на фанатские мотоциклы типа Tenere и 690, где мотоцикл действительно можно настроить под себя. У Ков диапазона такого нет, а качество тюнинга с AliExpress или Uncle Wang не всех устраивает. Та же история с вибрациями. Мотор по компоновке, как и на KTM 790, очевидно, что вибрации никуда не делись. Ничего критичного, в ультралегком классе и не такое можно простить, как собственно вибрации не помешали 790-му завоевать рынок. Но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Tenere или Transalp мягче. Скорее ближе к уровню свежего 690-го. И круиз-контроля нет, чтобы руки отдыхали. Если вы категорично не принимаете вибрации на мотоциклах, 800X не ваш вариант. Я к чему это все говорю? 800X довольно грубый, и общий уровень комфорта спартанский, ближе к 690-му со стеклом, чем к большим турендуро. В отличие от Tenere, Туарега или Трансальпа, я на Ков напряженно себя чувствую в режиме путешествия. Если смысл покупки в готовности потерпеть неудобства ради низкого веса и большей внедорожности, что я прекрасно понимаю, KTM 690 все равно легче, эндурнее, а уровень комфорта совсем близок. Присмотритесь к этой модели. Я примерно такое же напряжение и там чувствую, но с точки зрения внедорожных путешествий 690 мне гораздо больше нравится по совокупности факторов. Я понимаю, что многие посмотрели обзоры 800X с прыгающими кроссовыми чемпионами и нафантазировали себе, что 800X это прям эндуро. Поймите, ровно так же все обзорщики могут прыгать на Tenere или Туареге. 15 килограммов в данном случае никак не влияют, а конкретно на Туареге ровно такой же заниженный бак под седлом, как и на Ков. Честно, я принципиальной разницы с Туарегом или Трансальпом в весе не чувствую, во всяком случае пока никакой из них не ронял, а в остальном они ощущаются идентично даже на месте. Наверное, для неуверенных 70-килограммовых райдеров разница будет более внушительной, я этого просто не чувствую. И все байки из сравнения отлично заточены на бездорожье по эргономике, геометрии, развесовке и так далее. Не дистанцируйте все эти мотоциклы друг от друга, это один класс и они не заменяют софт-эндуро. Там, где стоит 800X, скорее всего стоит и 450 ралли. Попробуйте в салоне с подножки в вертикальное положение руками поднять один и второй. Все встанет на свои места. 800X скорее имеет смысл, если хотите байк в этой весовой категории и при этом Tenere с Туарегом кажутся скучными. У остальных легких байков нет такого взрывного характера, как у Ков. Большая ценность 800X – это бешеная мощность, нежели низкий вес сам по себе. И наоборот, если вам нравится спокойный ритм езды, 800X вам вряд ли подойдет. Мотор плохо настроен с точки зрения предсказуемости на малых углах открытия газа.
Когда валишь на все деньги в агрессивном ритме и обороты редко падают ниже 4000, очень задорная динамика, за которую любят и КТМ. Круче за эти деньги все равно ничего нет. Но деликатно ехать этот мотор не умеет. Коуф дергается при открытии и закрытии дроссельной заслонки на малых углах. При сбросе газа резкое торможение, потом чуть добавляешь рывок вперед, то есть в режиме вкл-выкл едешь и сглаживаешь сцеплением, где не нужно. Где-то с 4000 оборотов у байка рабочий ровный режим, но на высоких оборотах ехать не хочется из-за шума. Это в основном проблема в пробках, либо когда на техничном бездорожье аккуратно ковыряешься. Точно дозировать тягу сложно. Можно заметить, что я ниже второй и на бездорожье вообще не опускаюсь, чтобы сглаживать рывки. И не потому, что байк такой мощный, на низовых 1200-х проблем с контролем нет. На трассе и даже серпантине все не так страшно, привыкнуть можно. На типичных внедорожных маршрутах тоже проблем нет. Скорее даже на бездорожье только новичкам будет тяжеловато, на Коуф сложнее по чуть-чуть тихо ехать. В Европе уже предлагают купить другую топливную карту. Не уверен, что проблема на 100% уйдет, выглядит она скорее конструктивной, но кто знает. Но и в целом байку не хватает отлаженности японцев в деталях. Грипсы в дождь скользят, тормоза в дождь гудят, подножка откидывается туго, перевод меню кривой, интерфейс иногда нелогичный. Оно вроде все не принципиально, но общее впечатление от мотоцикла все равно китайское. И колодки мне не понравились. Так вот, издалека смотришь на тормоза версии Pro, жир, а настроены как попало. В версии стандарт двухпоршневые суппорты, в прошке четырехпоршневые. На Коуф тормоза требуют прогрева или жаркой погоды, иначе они невнятные. Когда прогретые, все отлично, предсказуемо, но как холодно на улице и редко пользуешься или только выехал, прям так себе. Грамотных решений тоже полно. Например, сразу стоит широкая подставка для грунта, не надо никаких расширителей. Защита не напрямую в уши мотора крепится, а через кронштейнички. В настройках трекшн-контроля можно выбрать отключение навсегда или до повторного перезапуска. Можно даже транслировать с телефона навигацию на экран. Есть датчики давления в шинах. Плюс в стоке есть простенькая алюминиевая защита, у конкурентов нет. И у Коуф полноценный бак, в отличие от базового Tenere. Официально заявляют расход 4,8 литра на сотню, и это похоже на правду. Если не наваливать как по автобану, когда расход за 7 уходит, в среднем ритме я цифру 5 не видел. Свои 400 километров байк честно проезжает. Если бы все ограничивалось только этими нюансами, учитывая, что в России КТМ, Touareg и Tenere обойдутся заметно дороже, при этом они тоже не без греха, а за деньги 800X в России продает Escape. Если эти два мотоцикла на полном серьезе сравнивать, это будет избиение Мотомарини, который на треть слабее, на 30-ку тяжелее и так далее. Или, например, сравнивая с более дорогим КТМ 790, Коуф мне больше нравится. Претензии примерно те же, но их меньше к 800X. Да и в Европе себе бы я не выбрал эту модель, но прекрасно понимаю людей, которые покупают 800X даже по цене Tenere. Вопрос приоритетов. И я буду рад, если эта модель будет успешно продаваться и станет точкой отсчета для других производителей, как минимум китайцев. Помните, как развернул индустрию успех Tenere? Все внезапно захотели делать облегченные тур-эндуро. Были бы Touareg Transalp 900 GS такими, если бы не было Tenere? Не факт. 800X продвигает эту же идею чуть дальше. Старательно обходим нюанс, что через 2 года вы захотите поменять мотоцикл, а Tenere наверняка продать будет легче и с меньшими потерями. Остается осторожно советовать байк тем, кто много ездит по бездорожным маршрутам или в короткие путешествия и не особо много по городу. Собственно, ровно те же задачи, под которые идеально подходит КТМ 690. И то, если замена топливной карты действительно поможет хотя бы наполовину убрать дергание, байк и для города будет вполне хорош. 800X в целом за свои деньги настолько хорошо настроен с точки зрения бездорожья по геометрии, эргономики и подвески, что и обсуждать нечего, надо брать. Однако есть фундаментальные вещи, которые меня настораживают в этой модели. Я много путешествую на разных тур-эндуро, и это обзор Коуф 800X. Формула X – мегацентр мототехники на юге Москвы. Мотоциклы, запчасти, тюнинг, сервис, экипировка, а также квадроциклы, снегоходы, катера, товары для рыбалки и туризма. Здесь большой ассортимент от ваших любимых мотомагазинов. Из-за того, что в формуле высокая внутренняя конкуренция между магазинами, с ценами не наглеют и раздают скидки, чтобы вы не ушли к соседям. У формулы есть канал на YouTube с обзорами мотоциклов, мотопутешествий и экипировки. Если вам удобнее смотреть на ВК-видео или Рутюбе, у формулы ролики дублируются и туда. Все ссылки оставлю в описании.
Вы знаете, что это копия мотора КТМ, который ставится на новые КТМ 790 и CF Moto 800. И вы знаете, что у этого двигателя была проблема с ранним износом распредвалов. Проблема была на старых 790-х, но вообще-то она полностью не ушла. В сети можно найти отчеты с фотографиями износа кулачков у КТМ 890 и Norden, но это же какие-то ноунеймы. Тем не менее, есть независимые исследования инженерной компании Kuber, которая выявила чрезмерный износ кулачков на КТМ 890 23 года. У Kouv на распредвалах стоят другие метки производителей и отличаются выпускные масляные каналы внутри блока. Также многие элементы визуально совпадают, однако не нанесены метки, как на КТМ и CF Moto, либо наоборот есть логотип Kouv или метки других китайских поставщиков на внутренних элементах, включая поршни, подшипники и так далее. Плюс блок отлит по другой форме. Получается, это уже копия копии, и те, кто говорят, что это тот же самый мотор КТМ, лукавят. Это возможно, потому что обычный ДВС нельзя запатентовать, чем китайцы и пользуются. Тем не менее, в группе кововодов были фотографии распредвалов через 30 тысяч километров с небольшим износом. Самое логичное объяснение в том, что при производстве блока каналы сверлятся с двух сторон с некоторой погрешностью, и в точке пересечения отверстия могут слегка не совпадать, из-за чего на некоторых моторах недостаточный объем подачи масла. Это сходится с тем, что масляные каналы позже перепроектировали, поэтому проблемы ранних 790-х уже нет. Но в любом случае в самом дизайне мотора остаются проблемы с подачей масла, отсюда изменение цвета распредвалов на новых моделях, чего на других мотоциклах нет. Я бы не волновался первые 50 тысяч километров, потому что у всех виденных двигателей после 2021 года износ не критичный, который можно устранить полировкой, катастрофы старых моторов уже нет. Но и не надейтесь, что это японец-миллионник, за которым не нужно следить и ездить без прогрева. Kouv об этом прекрасно знают, поэтому если на CF Moto и KTM регламент замены масла раз в 15 тысяч километров, а проверка клапанов раз в 30 тысяч километров, то у Kouv замена масла раз в 5 тысяч километров, проверка клапанов каждые 20 тысяч километров. И есть дополнительный пунктик на проверку натяжения цепи распредвалов каждые 5 тысяч километров, которого нет в регламентах KTM и CF Moto. Сама цепь того же производителя, что и на КТМ. Думаю, эта процедура добавлена, чтобы следить за состоянием распредвала. Что хорошо, потому что мотор под присмотром, но плохо, потому что это лишние деньги на обслуживание и нужно подкатывать тайники под регламент. Плюс у Kouv репутация по надежности так себе. У меня всего пара знакомых, лично касавшихся Kouv. Оба испытывали проблемы с надежностью 500X и 450 ралли. Весь ролик со сравнением начинки моторов KTM и Kouv я положу в своем новом телеграм-канале, ссылка будет в описании. У нас там уютное общение, только умоляю, не спрашивайте там, будет ли обзор какой-то модели. Вес. На сайте указан вес 185 килограммов, а в инструкции ИПТС 190. Возможно, 185 килограммов это азиатская версия, где нет обязательной начинки под Евро 5+. В это я поверю. Минутка бесполезной информации. Снаряженный вес – это не сильно регламентированный параметр. В Евросоюзе есть директива по измерению со всеми жидкостями и не менее 90% топлива в баке. По этому стандарту работают европейские производители. Honda заявляет снаряженный вес с полным заполнением бака, и судя по тестам, так делают остальные японцы. Как китайцы определяют снаряженную массу, непонятно, поэтому к их сайтам больше всего вопросов. Сухой вес вообще никакого регламента не подразумевает. Какие-то производители подразумевают вес без всех жидкостей, какие-то исключают только топливо, а у Ducati стандарт сухого веса подразумевает не только отсутствие жидкостей, но также снятие аккумулятора. Но это так, лирика. По замерам MCN в стоковой конфигурации Kouv 800X весит 196 кг. В сети есть и другие замеры, показывающие 192 кг. У MCN просто сами весы внушают больше доверия. Обычные бытовые весы могут спокойно врать на несколько процентов, и их нельзя откалибровать в домашних условиях. Ни у кого в шкафу не лежит эталон веса. Почему я склонен доверять MCN? Потому что на тех же весах был взвешен полностью заправленный Teneri, у которого реальный вес четко совпал с заявленным. Но я могу принять и 192 килограмма, это не так важно.
196 килограммов, если честно, не сильно впечатляют по сравнению с Тенери, Туарегом или Трансальпом, на которых при желании можно скинуть десятку, если броситься менять сталь на алюминий, аккумулятор на литий, облегченный крепеж, превращать в бескамерку и так далее, что уже проделали Коув. Тем не менее, у Коув в стоке небольшие дуги и багажничек, чего у того же Тенери нет, плюс бак на 2,4 литра больше легких конкурентов. А это самый минимум килограммов 6. Штрафной килограмм можно отнять за то, что у конкурентов есть защита рук, у Коув ее нет. Ну и штраф за вранье с баком. На сайте 20 литров, в инструкции 19. Инструкции я больше склонен верить, потому что это документ, и почти все данные оттуда совпадают с данными в ПТС. Теоретически можно тот же Тенери запросто облегчить, поменяв глушитель, аккумуляторы, сделав бескамерку. И останется простор по замене звезд, подножек, шин, снятие лишнего пластика, укорачивание хвоста и так далее. Это то, что доступно сходу без переделки бака, снятия второго тормозного диска и прочих продвинутых решений. Однако все в итоге упирается во время и деньги, а Коув легкий с салона. Плюс у Коув бак, как на Туареге, где половина прячется под седлом. Меня смущает то, что Коув облегченный не только там, где вес не нужен. У КТМ крупная размашистая рама с треугольниками, у Коув компактнее, больше похожа на раллийную, что особенно заметно по подрамнику. У Коув весь хвост заканчивается раньше, чем подрамник КТМ, хотя у них колесная база плюс-минус одинаковая. Если на КТМ багажник четко над подрамником, то у Коув он уже снаружи. В инструкции указана максимальная нагрузка 150 кг, в ПТС 162. В расчетах веса мотоцикла допущена ошибка, а так как максимум всегда рассчитывается с учетом собственного веса, в любом случае выходит около 150 кг. Это значение малокубатурного софт-эндуро, но никак не эдвенчера. По данным Росстата за 2021 год, средний вес мужчины 83,8 кг, женщины 72,5 кг. И эти показатели растут год к году. Если посадить среднюю российскую голую пару на Коув, уже перегруз. А сверху еще экип. Одни эндуро-боты под пятерку могут весить. Полный комплект экипировки для эндуро около 15 кг. Да собственно даже туристический экип, в котором я езжу в холодную погоду, 13 кг. Плюс крепление багажа и сами сумки, груз, инструменты. И все в путешествиях вдвоем критический перегруз одному с 3 кофрами на грани. Чисто формально максимальная разрешенная нагрузка соответствует самому слабому компоненту. По правильному на стадии проектирования решается, что мотоцикл делается под такую-то нагрузку и все элементы подтягиваются под нее. Если этой задачи не стоит, может получиться избыточно прочная тяжелая рама со слабым маятником и метизами, либо слишком слабые тормоза и шины. Понимаете, да? Это концепция мотоцикла, чтобы привести все к одной задаче и не ошибиться на каком-нибудь пустяке и в то же время избыточно не перегружать и не удорожать байк. Например, у CBR 1000 S1 максимальная нагрузка 110 кг. Очевидно, что супербайки не создаются под езду с пассажиром и кофрами. Или, например, на CRF 250F максимальная нагрузка 100 кг с пометкой о том, что не предусмотрен перевоз пассажира и груза. То есть вес среднего гонщика в экипе и все, нет даже запаса под инструменты и рюкзак. Тур-эндуро предназначены для путешествий, поэтому среднекубатурные модели проектируют под вес в районе 200 кг. Это почти всегда перекрывает возможность ездить с 3 кофрами и пассажиром. Есть даже закономерность. У премиальных тур-эндуро максимально разрешенная нагрузка в среднем значительно выше, чем у бюджетных. Например, Desertex способен перевозить на 50 кг больше, чем Teneri, потому что у Ducati не экономили на качестве рамы, подрамника, маятника, подвески, тормозов и так далее. Зато Teneri в 2 раза дешевле и ощутимо легче. Вы могли заметить, что на больших туристических мотоциклах крайне редко возникают проблемы с рамами, а когда люди путешествуют на малокубатурниках, послушав мотивационные речи о том, что путешествовать нужно на том мотоцикле, который у вас есть, у них чего-то лопаются рамы значительно чаще. Это как раз по той же причине. Небольшие дешевые мотоциклы рассчитаны на меньшие нагрузки. Рамы лопаются не сразу, а через некоторое время во время путешествия. И вроде бы ничего не предвещало, нагрузка-то не меняется. Рама тут для примера, потому что ее поломку чаще замечают. Когда диск погнулся на кочке, всегда дорожники виноваты, а не перегруз. Часто это случается, потому что у металлов есть кривая усталость. Даже если брать хорошую хром-молибденовую стальную раму, она со временем может выдерживать на 35% меньшую пиковую нагрузку, чем новая. Ни в коем случае не ищите, как снижается пиковая нагрузка даже у лучших алюминиевых сплавов.
Так вот, у малокубатурников какое-то время сохраняется запас прочности, но в конце концов усталость металла и деградация сварных швов и привет. Я хотел сказать, что никто не знает, какую реальную нагрузку COV 800X будет выдерживать, когда у компонентов прочность заметно снизится. Возможно, увидим, что такое турендуро с самой низкой максимальной нагрузкой. Или другой пример. А вы знаете, что на COV 800X самые тонкие тормозные диски в среднекубатурном классе? У COV толщина начинается там, где на Туареге или Тенере уже надо менять диски, а 690 с такой толщиной дисков надо на эвакуаторе отвозить. А дури у 800X больше, чем у всех этих байков. Так нельзя делать. Во-первых, толщина дисков влияет на то, сколько тепла способны поглотить тормоза, то есть увеличивается вероятность перегрева. А во-вторых, тонкий диск увеличивает риск, что его поведет, когда, например, после активной езды проедете через лужу. Спасибо партии за экономию веса, но я предпочту тяжелые тормоза. Более того, в COV пытались все, что можно сделать из алюминиевых сплавов для снижения веса. Некоторые облегченные решения на COV довольно сомнительны. Например, у COV какой-то мутный сплав на подножках, о котором никто ничего не знает. Такой сплав не использует ни один из знаменитых производителей эндуротехники, и как он поведет себя в долгосрочной перспективе, непонятно. Сама по себе максимальная нагрузка 150 кг тоже не приговор, этого хватает для одиночного туризма с мягкими сумками или баулом. Нужно только понимать, что по диапазону эксплуатации 800X сдвинут в сторону софтов и не покрывает часть возможностей традиционных адвенчеров. К сожалению, посмотреть, достаточно ли крепкий 800X и правильно ли подобраны сплавы, мы сможем только через некоторое время. Будем надеяться, что инженеры компании, у которой за плечами нет ни одного среднекубатурного турендура, рассчитали идеально все нагрузки, и ни один из поставщиков китайских компонентов не накосячил с техпроцессом. Да, у COV есть опыт в строении эндуро и раллийных мотоциклов, только срок жизни спортивной техники считается буквально по часам, большинство аппаратов не доживает до момента, когда проявляется усталость металла. В конечном итоге это выбор между риском и 15 килограммами. Если ролик вам показался полезным, можно поблагодарить меня поддержкой на Бусти и Патреоне. И не забудьте про телеграм-канал.